На самом деле, хотя на первый взгляд это может показаться научно необъяснимым, но все истории про ведьм и вампиров имеют конкретное объяснение. Я начну это видео с жуткой истории, которая произошла в городе Тырново в Болгарии, захваченного османами в 1393 году. Думаю, доказательством тому, что в Тырново происходило множество страшных и загадочных событий, которые буквально пугали людей, может служить эта новость, которая была опубликована в местной газете 6 октября 1833 года. Задумайтесь, ровно 188 лет назад. Новость в газете описывала историю, поведанную от лица Ахмета Шукры Эфенди. Он, будучи наместником Тырнова от имени Османской империи, в своем письме писал, что в городе появилась неизвестная ведьма, которая то и дело нападает на людей. Выражается это в том, что периодически в горожан летели стаканы, тарелки и другие предметы, такие, например, как камни и земля. Но и это еще не все. Ведьма заходит к людям в гости, там она переставляет утварь, меняет местами подушки и одеяло. Власти опросили пострадавших от ведьмы горожан, и те заявили, что иногда чувствуют на себе какой-то груз, так, как будто кто-то сидит у них на коленях. Две семьи, не выдержав такого накала, были вынуждены покинуть свои дома. Власти Тырнова должны были срочно найти выход из этого жуткого положения. Нельзя людям покидать свои дома. И тогда они, при поддержке народа, заключили страшный договор с черным колдуном. Звали его Никола. Вы только не подумайте, но ведь это все происходило на самом деле. Колдун взялся за деньги провести обряд изгнания ведьм. Далее он взял свою магическую доску, приехал в район города, где происходили мистические события, и с ее помощью вышел на две могилы, расположенные рядом на кладбище. Эти могилы принадлежали двум братьям янычарам по имени Али и Абди. Никола утверждал, что эти могилы были пристанищем ведьм, и эти два брата как раз ими и являются. Слова колдуна подтвердились, как пишут источники, тем, что когда были вскрыты могилы янычар, то люди увидели, что трупы сильно изменились. Они вытянулись, у них сильно отросли волосы и ногти, что явно указывало на то, что перед ними лежат ведьмы. Поскольку в те времена медицина еще не знала тех фактов, что после смерти человека его волосы и ногти продолжают какое-то время расти, представляю ужас людей, которые это увидели. Для проведения обряда изгнания ведьм могилы были разрыты, из них достали трупы янычар и вбили им в сердце деревянные колья, после чего изъяли сердца и ошпарили кипятком. Но и это еще не все. Далее была получена фетва, и трупы двух братьев были сожжены, а пепел развеян по ветру. Считается, что таким образом Тырново было избавлено от этих ведьм навсегда. В наше время известный турецкий историк Ильбер Ортайли утверждает, что эта история хоть и была на самом деле, но, конечно же, никаких ведьм не было. А ситуация с ведьмами была создана искусственно, в связи с тем, что после упразднения корпуса янычар было очень много недовольных людей и были волнения. И эта история не более чем пропагандистская цель оскорбления янычар султаном Махмудом и его окружением. Как мы помним, согласно истории, именно султан Махмуд II упразднил янычарский корпус в 1826 году. На самом деле, историй про ведьм, колдунов и вампиров в Османской империи просто бесчисленное количество у разных авторов, в том числе и современников. В следующие выходные я вам расскажу и еще одну очень интересную историю. А вы верите в существование сверхъестественного, вампиров и ведьм? А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества, чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.